Друзья, всем привет! Скоро зима, холода, а у меня в мастерской, вот в этом гараже, нету до сих пор печки. Печка есть у меня на отработе, которая работает еще в одном гараже, там где стоит машина. Ну, ею я пользуюсь не очень часто. Печка хорошая. Вот. Но все-таки в мастерскую хочу сделать печь на дровах. Печь из газовых баллонов. Вот эта печь, которая работает на отработе. Вообще нареканий по ее работе и по самой печи абсолютно нету. Никаких прогаров еще нету. Печь была сделана в 2014 или 2015 году, точно не помню. Ну и так как, друзья, отработка все-таки не бесконечен, немножко там у меня осталось, придержу его для этой печи. Вот. А в мастерскую хочу сделать печь на дровах. Прикупил уже здесь некоторые такие материалы. Трубы толстостенные, вот. На дымоход такие вот оцинкованные, так как на этой печи нормально она работает, то есть не прогорела, немножко вот в этом месте почернел цинк, а так как бы работает. То есть буду делать из дымоход с таких вот труб. Еще там у меня есть дюралевая труба, такие вот углы на 135 градусов, профильные трубы 15 на 15 и 20 на 20, ну и арматура 12 мм. Спонсором и партнером нашего канала является интернет-магазин «Все мотоблоки». На сайте «Все мотоблоки» большой выбор тракторов, мотоблоков и навесного оборудования к ним. Интернет-магазин работает с поставщиками напрямую, поэтому можете быть уверены, что вам придет оригинальный товар. После заказа вам могут доставить товар по Украине прямо к дому, независимо где вы живете. И, кстати, на многие товары действует бесплатная доставка. А также любой выбранный товар вы можете купить в рассрочку без переплат или кредит. Условия уточняйте по телефону, указанному на сайте. Если не можете определиться с товаром, звоните, и вам помогут подобрать. Значит, было у меня 3 баллона. Один как бы оставил на всякий случай с газом, вот, а 2 остальных забрал. В общем, будем делать печь из 2 баллонов, которые будут расположены горизонтально. План действий какой? Сначала страливаем газ, сливаем конденсат, зажимаем в тиски нижний край баллона. Трубным ключом или чем-либо, здесь правая резьба, откручиваем вентиль, вот, заполняем баллон полностью под горловину водой, вот, ну и начинаем резать. Заполнили полный баллон водой, вкручиваем вентиль и теперь вырезаем дверцу. Значит, для этого нужно прочертить. Вот, я использую такую вот чертилку из пружины. Набрасываем проволоку. Ну и делаем такой типа циркуль. И то же самое делаем с болгаркой, друзья. Такой вот хомутик с проволокой, чтобы болгарка шла точно по радиусу. Не знаю почему. Вот, руки трясутся. Друзья, идеально получилось отрезать. Вообще рез. Супер получился. Да, и кстати, я, конечно, знал, что будет вонять, но я не думал, что настолько. Ну, пока соседи молчат. Поехали резать второй. Так, ну что, друзья, самое страшное для меня позади. Это была разрезка баллонов. Сняли такие вот крышки. Вот этот баллон вообще идеально получилось отрезать. А вот этот получилось, что когда отрезал я, он немножко разошелся. Вот видно щель раз. И с другой стороны щель 2. То есть крышка как бы на своем месте. Но придется нам брать пруток и вварю вот сюда, в середину, чтобы было более герметично.
Итак, друзья, крышки наши более-менее плотно пристают. Отрезал вот эти части, там где вентиль вкручивается. Вот. Ну и теперь нужно сделать сам запирающий элемент. Значит, есть у меня вот такой вот квадрат. Вот, сейчас на 4 кусочка разрежем. Просверлим в каждом квадратике отверстия. Ну и между квадратами сделаем ось. Ось будем делать с прутка на 14. Так, ну что, друзья, такие вот дверцы получились. Значит, теперь делаем в нижнем баллоне. Вот это будет нижний баллон. Значит, делаем поддувало. Теперь разрезаем вдоль намеченной вот этой центральной линии до сих пор. Вырезаем два прямоугольника, и они же пойдут на боковины поддувала. Приварил здесь такой вот полумесяц, чтобы когда зольный ящик стоял, чтобы зола сыпалась прямо в ящик, а не поза ним. Ну и сам зольный ящик, друзья. Металл двойка. С одной стороны полумесяц вырезал, чтобы там все нормально заходило. Приварим тоже такую пластину с ручкой, чтобы можно было регулировать подачу воздуха. Друзья, этот ящик будет еще в качестве поддувала. То есть регулировка подачи воздуха будет осуществляться выдвижением самого ящика. Буртики выступают немного над ящиком, чтобы вся зола сыпалась прямо в ящик, а не за ним. Осталось сделать сюда колосники с арматуры. В общем, колосники буду делать потом уже, когда печь поставлю на ножки, чтобы было удобно мерить и делать. Вот. Ну а сейчас будем соединять нижний баллон с верхним. Друзья, есть у меня вот такой вот кусок трубы. Это был глубинный насос, диаметр внутренний 160 мм. Вырежем под него отверстие и соединим баллоны вместе. Поехали!
Так, ну в общем сварил. Значит, с одной стороны труба, внутренний диаметр 160 мм. Вот, с другой стороны, чтобы все-таки не провисали баллоны, чтобы не было никаких натягов, сделал вот такую вот подставочку с профильной трубы 20 на 40. Дальше, друзья, делаем дымоход на верхнем баллоне, то есть выходную выхлопную трубу. Значит, получается у нас дым будет идти по нижнем баллоне вот так вот, и верхний баллон возвращается и сюда идет уже на дымоход. Нужно в этом месте, опять же таки, прорезать болгарочкой отверстие под вот эту вот трубу. Значит, труба у нас, друзья, 150 мм, наружный диаметр толстостенная. Будет она стоять вертикально с печки. Вот, ну и наверх, значит, на один конец, верхний конец, купил я вот такие вот углы по 135 градусов, то есть чтобы не прямой угол был, вот, а все-таки вот такой вот. Значит, чтобы вот этот вот оцинкованный угол входил в середину данной трубы, нам нужно отрезать часть и потом разрезать как компрессионное кольцо, и потом разогнуть, значит, сварить и вставить такую вставку. Ну, короче, смотрите. Теперь оцинкованная труба должна входить в середину. Ну, теперь, друзья, эту трубу ввариваем сюда. Вот так входит труба в середину верхнего баллона. Ну и там он вдалеке видно инжектор. Затопил я печь, вынес на улицу, вот. И не увидел я никакого эффекта с этих жиклеров. Вот здесь вот он был, потом я переставил его вот сюда, как бы поближе к трубе, к центру. Абсолютно никакой реакции, что с ним, что без него. Печка разогревается отлично, до красна. Видите, краска пообгорала, дыма был полный двор. Вот. Но все-таки хочется, друзья, сделать дожиг этих самых отработанных газов. В общем, перелопатил я пол ютуба и нашел такой вот один интересный вариант. Вот такие вот врезки устанавливаются. Ну, там печь квадратная, у меня как бы с баллонов. Там совсем другая конструкция, как бы. Ну, принцип тот, что в первом баллоне должно это все дело происходить. Значит, сделаем два такие вот косых среза, трубки с косым срезом, вот, на обе стороны. Варим один напротив другого. Вот, ну и попробуем, что она будет. Ну и выяснилось, друзья, что вот такая вот колосниковая печь, как у меня, значит, нужна только для спаливания сырых дров. Если у вас сухие дрова, то в принципе вот это вот поддувало и колосники не нужны. Нужно только сделать вот в этом месте, в дверце, отверстие и с заслонкой, чтобы воздух шел не снизу, вот, подавался, а сверху над дровами. Когда мы подаем воздух снизу, это дает в свою очередь большую температуру, дрова сгорают очень быстро, ну и такой вариант как бы не очень мне нравится. Значит, буду делать сюда лючок с заслонкой для такой типа подовой печи, как она называется. Вот. Это уже у меня будет универсальная подовая и колосниковая печь. Дверцы закрыты. Поддувало тоже закрыто. А в середине идет процесс.
Итак, друзья, такие вот заслонки получились. Это шибер на дымоход. Ну и снизу в дверце такая вот заслонка. Колосники имеют такие вот направляющие, 4 штуки, которые входят вот в это поддувало. Все. Ну и все вы знаете, что я кофеман. Вот такая вот, скажем так, варочная поверхность. Это чугунная такая тарелка с какой-то старой плиты. Вот, приварил такие 2 уголка. Ну, то есть можно будет сварить кофе или что-то подогреть. Осталось мне установить по бокам 2 экрана, чтобы эта печка работала как конвектор. Ну и потом, чтобы печка приобрела красивый вид, конечно же, ее нужно покрасить термокраской. Да, я чуть не забыл, друзья, саму идею данной печи с таких горизонтальных 2 баллонов я взял с канала Главный Механик, спасибо ребятам. Вот. Просто я ее немножко по-своему уже доработал, подкорректировал, ну и смотрим. Сделал такие вот 2 отражательных экрана с оцинкованного железа, значит, они исполняют 2 функции. Первая функция — это закрыть, чтобы не распространялись инфракрасные лучи, потому что когда стоишь возле печки, у тебя уже дым со штанов валит, вот, а буквально там отойдя 2 метра холодно. Значит, и вторая функция, это основная, скажем так, функция, это для конвекции воздуха, чтобы воздух не поступал со середины там или сверху, вот, а сама печка забирала его прямо вот снизу, и он таким вот природным способом вот, шла циркуляция по всей мастерской. То есть не нужны, друзья, никакие вентиляторы, воздух естественным способом распространяется по всему помещению. Экран закрепил на профильной трубе 20 на 20, ну все элементарно просто. Ну и уже само оцинкованное железо прикрутил на вот такие вот саморезики. В одном экране сделал такое вот отверстие, чтобы наблюдать горение в самих трубках дожига. Дальше по дымоходу, друзья. Значит, у меня оцинкованные трубы. Я вам скажу, что эти трубы живут у меня вот там вот в том гараже уже более 4 лет. Нормально себя чувствуют, то есть потому и взял такие вот оцинкованные трубы. Они недорогие, ну и как бы нормально. Что хотел сказать, значит, вот эта вот высота, то есть прямого выхода с печки должна быть, то есть вертикальной трубы должна быть, ну там минимум 50 сантиметров, чтобы дым набрал скорость. Это для хорошей тяги. Значит, углов под 45 градусов должно быть минимум. У меня сейчас, видите, здесь 135. Потом идет такая косая труба, кстати, с дюральки. Вот, и там тоже такой колено под 135 градусов, и дальше уже пошло на выход. Дымоходная труба у меня 150 миллиметров. Значит, сами стыки вот здесь, вот в таких вот участках нужно делать, друзья, не по дыму, а по конденсату. То есть, когда конденсат, возможно, будет течь, он должен течь в печку, а не поза трубой. Вот в этом месте, друзья, у меня получилось наоборот, так как технически было сложно поменять как бы концы завальцовки, ну и пришлось сделать вот таким вот способом. Вот эта труба горизонтальная немножко должна быть с уклоном на улицу, то есть вот так вот, чтобы конденсат, если будет, чтобы он бежал не в печку, а на улицу. Никаких уплотняющих элементов, то есть там герметика или асбеста на швах у меня нету. Никакого дыма у меня в помещение не поступает. Вот так вот общий вид, друзья, моя мастерская. Ну и печка получается в самом углу. Значит, на улице, смотрите, вот та труба, у которой есть уклон на улицу. Потом идет такой вот соединительный элемент Т-образный. Снизу такая пробка с отверстием здесь.
Значит, и пошла дюралевая труба 3-метровая. Вот так вот. Ну а теперь самое главное. Давайте протестируем. В общем, друзья, разгорелось. И смотрите, как бы первый такой косяк. Это то, что капает конденсат с верхней дверцы. Вот так вот стекает. Сейчас откроем, посмотрим. Значит, вся крышка в конденсате. Нужно что-то здесь как бы доделать, какой-то отбойник или что, чтобы туда в баллон капало. Ну и вот смотрите, как закручивается дым в верхнем баллоне. Ну и вот, друзья, когда в режим печка уже вошла, смотрите, дыма вообще нету. Ну и хотел показать, как работает дожиг газов. Вот смотрите, лючок закрыт, поддувало закрыто. Печка превзошла все мои ожидания. Я не думал, что она будет давать столько тепла. Реально было 43 градуса у меня здесь в мастерской. Ну, на улице у нас сейчас, для информации, плюс 5. Так что я думаю, в хороший мороз будет не холодно, скажем так. Печка классная, только нужно доработать два нюанса. Это чтобы с верхнего баллона не капал конденсат с дверцы. И второй нюанс, это все-таки под варочную поверхность нужно вырезать прямо в баллоне отверстие и варить плоскость какую-то, чтобы чайник ставить прямо вот на баллон. Ставьте свои пальцы. Всем вам тепла в мастерских, и не только мастерских, душевного тепла, чтобы в ваших домах всегда было тепло. И в ваших сердцах. Всем пока-пока. С вами был Юрий Сербин. До новых встреч.